Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сегодня немножко про рисование фигуры, человека. И я покажу, каким образом, я делаю свои такие довольно стилизованные наброски. Я ни в коем образе не художник, и все это идет в сторону моей истории проектной графики, когда нужно сделать быстро, просто хорошо и симпатично. И вот этот мой стиль для формирования такой быстрой экспрессии я показываю вот здесь, в этом видео. И какие у него основные принципы, что нужно иметь в голове, иметь в виду для того, чтобы получалась вот такая стилистика. Первое. Первое — это материалы, например. Для того, чтобы работала и линия, и объем, я в данном случае использую водорастворимую тушь. Вот то, что вы сейчас видите на экране, это рисование, линейный рисунок пером и тушью, для того, чтобы в дальнейшем я мог размывать его и делать вот такие вот эффекты объема практически из ничего. Вот то, что я сейчас рисую, я рисую водорастворимой тушью. Потом я прихожу туда с помощью аквабраш. Это вот такая водная кисть. И в ней просто чистая вода. Я размываю этот рисунок, и получается акварельный эффект. А пока я рисую пером. Это перо, по-моему, как уж оно называется, не помню, как называется. Но у меня ссылки внизу под видео в описании. Смотрите те инструменты, которые я использую. И водорастворимые чернила. И когда вот эти вот элементы работают вместе, то получается быстро, просто симпатично, хорошо. Это первый момент с материалами. Второй момент, зачем я это все делаю? Потому что происходит очень интересная история. Если рисовать фигуру, особенно женскую фигуру, она красивая, с этим ничего не сделаешь, она прекрасна, то нарабатывается некоторая эстетика линий. И если мы используем эту эстетику, то есть она приходит в руки, она приходит в голову, она приходит в осязаемость. Ты берешь и смотришь на фигуру, потом ты рисуешь фигуру, потом ты привыкаешь к тому, что линия эстетически выстраивается по всей этой истории. Потом ты реализуешь эту эстетику в других штуках. Например, у меня там, в проектной графике, если я думаю про ландшафт, по архитектуру, и я делаю наброски. И эти наброски могут быть или симпатичными, или несимпатичными. Вот тренировка фигуры, она дает мне тренировку симпатичности моих линий, симпатичности композиции, симпатичности набросков. Вот такой удивительный момент, факт. Если ты рисуешь красивую фигуру, то и в дальнейшем вот этот левел, он перекидывается на вот все эти истории, которые идут в проектной графике. Это не очевидно, но это так. И я в итоге очень много рисую фигуру. Это очень красиво. И если вы посмотрите с самого начала, то первое, что я делаю, это я формирую образ грудной клетки и таза. Грудная клетка, таз, позвоночник. И это вот основные моменты. И мы идем по этим основным моментам, и мы устраиваем пропорционально фигуру уже плюс-минус на самом начале, на самом старте, уже плюс-минус нормально. Дальше я продолжаю, например, с ногами. Тут они нарисованы до колена, все остальное более-менее скрыто. Но вот если я иду по основным моментам, то у меня пропорциональная фигура получается уже. И я стараюсь рисовать так, чтобы у меня был именно вот такой вот эффект. Я рисую очень мало, но получается очень симпатично. Я дополнительно сделаю разбор того, как я рисовал эту фигуру, с такими с техническими особенностями, на вот этом сервисе подписки Boosty. Там подробно все расскажу. Смотрите в описании, если кому интересно, то переходите, подписывайтесь. Вот здесь про основные моменты. Они тоже очень важны для понимания всей большой концепции. Если мы идем в этой истории по шагам, то первые моменты — это пропорциональные соотношения. Большие формы — пропорциональные соотношения. Если у нас это все более-менее срослось, то дальше мы начинаем уточнять. Большая форма верна, вот мы посмотрели, большая форма окей, там пропорции окей. Дальше мы начинаем делить вот эти явно правильные
плюс-минус пропорции на более маленькие пропорции и сверять большое с малым, большое с малым. Если я, например, рисую ногу, я примерно соотношу ее с тем, как у меня нарисовано туловище. Если этого не делать, то ничего не получается. Если делать, то все получается плюс-минус правильно. Когда у меня нарисованы основные формы, там руки, ноги, голова и прочее, я начинаю как бы описывать эти формы с немного рваной линией. И таким образом у меня просто и легко получается одежда, впечатление одежды. Для того, чтобы научиться хорошо делать впечатление одежды, нужно научиться рисовать складки. И по сути вы рисуете сочетание складок и повторение формы тела человека. И у вас получается одежда. Дальше приходит аквабраш. Да, вот она. Пришла, и вы этой аквабраш прорабатываете теневые участки. Если, например, солнце у нас там, то тень у нас там. И все элементы фигуры и одежды, которые у нас приходят на нижнюю левую часть, мы берем и размываем с помощью водной кисти. Так как тушь водорастворимая, то это получается легко и просто. И в итоге несколько минут, бамс-бамс-бамс, и готов эффектный эскиз. Ну, в принципе, вот это. И в таком типе рисования еще так, ну, как мне кажется, очень важно идти по постепенной и обобщенной общей проработке рисунка. То есть нет смысла рисовать сначала подробно голову, там, потом подробно грудную клетку или руку или кисти. Нужно постепенно продвигаться по всему рисунку. Это такое ощущение, что если бы вы в любой момент отошли от вашего рисунка, то ваш рисунок выглядел бы более-менее законченным. Вот такой принцип. И он, ну, такой очень распространенный и правильный. Ну, его часто проговаривают многие преподаватели. Я прям с этим совершенно согласен. И это очень важно для вот такого типа скетчинга, потому что времени мало. Мы не прорабатываем очень сильно всю вот эту тему с рисунком. И поэтому любой момент произошел, там, ну, пришлось закончить, там, самолет, там, поезд, электричка, все что угодно, там, где угодно сидите и рисуете, и бамс, время закончилось, или вам кто-то позвонил, или вы куда-то пошли, и у вас было там 3-5 минут, 7 минут на это все, и бамс вы закрыли, и все, дальше уже вы можете к этому не возвращаться, это не длинная работа, просто моментальное впечатление, моментальная экспрессия. Сделали бамс следующий, сделали бамс следующий, и вот это вот входит в жизнь, становится нормальным и становится для вас легко. То есть рисунок не становится какой-то длинной историей. Рисунок, наоборот, становится такой моментальной историей. Это же easy. Это же очень-очень-очень легко. Вот. И никаких проблем. И так вы можете делать очень-очень много. И это нарабатывает хронометраж, это нарабатывает практику. И вы не особо, не делая подвига, не делая там превозмогания, преодоления себя, спокойно, уверенно растете в скетчинге. Вот. Это очень хороший подход, мне кажется. И потому что это все красиво, это приносит удовольствие и дает радость вот здесь. Радость, практику и много красоты в вашей жизни. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите, ну вот, материалы, которые использую. У меня по ссылке там внизу можно нажать, там ссылка или в комментарии, или в описании к видео называется художественные материалы, которые я рекомендую. Это один момент. Второй момент — более подробные разборы и всякую внутреннюю техническую информацию, которую я обычно даю или на курсе, или коллегам. Смотрите, там в описании ссылка называется Boosty. Вот это сервис платной подписки. Там вы подписывайтесь, например, можно подписаться на месяц или как вы хотите. И там я выкладываю те видео, которые не идут в общий доступ, которые касаются, например, там моего курса или внутренней информации между коллегами, или то, что я даю, например, на офлайн моих занятиях на курсе. Ну, такая внутренняя информация. Более, ну, такая ценная. В общем, вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Всем чао, пока.